Ни хера не видно в этой резиновой херне. Здравствуйте. Если вы читаете это письмо, то меня уже нет в живых. Моя последняя просьба. Доберитесь до моего домика в 7 километрах на северо-запад отсюда. Влияние вспышки туда не добралось. Но там осталась моя жена и дочь. У них заканчивается еда и не хватает медикаментов. Без меня они погибнут. Ну, мужик, ты даешь. Лапочку, дочку и жену-сорочку на съедение ведмедем оставил. Грязь-то от ботинок выживает сильнейший. Станислав, мы противогазы зря сняли. Это лишь догадки местных, добралась сюда вспышка или нет. Будем кровью харкать потом. Слышь, умник, я тебя, может, пожалел, ум ты ученый, не стал тебя на лоскуты резать. Но свои советы засунь куда поглубже. Или к нему хочешь? Ну, между прочим, бумажку эту, ну, зря вы выбросили. Вдруг у этих людей есть убежище, припасы. Ну, вчетвером-то в любом случае проще выжить, не находите? Вот ученый, вот ты голова в натуре. Там же добра немерено, сколько с собой не унести, бля. А вдруг женушка у него ничего, а? Где ваша человечность, Станислав? Человечность. Вот ты скажи мне, башка ты ученая, ты сам-то понимаешь, что это такое? Умными словечками раскидался, бля. Ну, наверное, это когда ты не переходишь грань, которую может перейти зверь. Ну вот, допустим, зверь детеныша никогда не убьет. Ни своего, ни чужого. Инстинкт важности продолжения рода. Значит, если я убил ребенка, во мне уже человечность, что ли, нет? Ну, вы же этого не делали. Да и ситуации бывают разные. Вот если... Да! А до того, как я тебя встретил, я не один ходил. Банда у нас была, ублюдков последних. А один со своей дочуркой ходил. Жрать все хотят. Потаскуха его малолетняя ночью ко мне в мешок залезла. Хотела моей жратвой поживиться. Так я ее за руку взял, всех поднял, расставил вокруг себе, а ее головой на пень положил. Показательно выпороть. А рядом топор был. Знаешь, как будто по счастливому случаю сам в руки просился. Я и думаю сразу, напугаю ее, других ощупаю. Мол, я, если что, и топор здесь могу. Так я ее ногой переложил копню, так что голова у нее свисала. Рукой с топором замахнусь, а сам думаю, ну просто напугать. Не буду рубить. А дальше? А дальше? Как в тумане. А потом смотрю, голова уже отдельно от тела. На земле, бля. Ну чё, есть у меня-то твоя человечность?
Ну, собака. Смотрите, там, кажется, труп собаки. Я думал, все животные давно ушли в места, где вспышки не было еще. Сдохла. Брюхо спорото. Ничего, вечная, видать, была. Грешная, мля. Да, профессор? Пошмонать что-то есть? Может, пожрать что найдешь? Только руки свои не поцарапай, ученушка сраный. Вы знаете, я думал над вашими словами. Ну-ка, обрадуй мыслишкой, ученый. Вот вы сказали, что она умерла, потому что грешная была. Я, может, человек науки и в Бога не верю, хоть отец с матерью меня за это постоянно и ругали, сами от икон не отлипали. Но я подумал, собака не может быть плохой, или, как бы они сказали, грешной. Только у человека есть разум, а разум ему и диктует после холодных расчетов и вычислений, как поступать. Подло и прагматично или честно и во благо кого-либо. Собака может палку украсть колбасы от голода, а не потому, что она плохая. Собака может тебя укусить, потому что боится, а не потому, что она злая. Собака, когда нападают на ее стаю, может убить другую собаку, потому что защищает себе подобных, а не потому, что она плохая. Что? Вы чего? Видишь, Макарушка, различие человека от собаки ты сам только что признал. Вообще нет. Я если жрать захочу, сразу тебе в горло вопьюсь за палку колбасы. И ты, думаю, тоже. Так что от псов мы ничем не отличаемся. Ну,
У меня же совесть. Я же человек. Я лучше с голоду умру, чем ну кого-то. Это. Ты так говоришь, ученушка, потому что сам жрал годами в бункере своем консервы с колбасой и хлебом давился. А если бы тебя прижало, как меня, когда брюхо само себя сжирает, то ты от голодухи и стены жрать начнешь. И мать родную на мясо пустишь. Сука ты эдакая. В героя поиграть хочешь? Ты, сука! Легко тебе так рассуждать о морали и прогрессе своей странной этики. Когда ты знаешь, что утром тебе никто перо в пузо не воткнет, и есть что заткнуть в хавальник. Ты, ублюдок, будь на моем месте, столько бы крови пролил. Ты бы, сука, в такой морали пожил бы, что и я соблазнился бы веревкой с мылом или дулом ружья себе в харю. Тепличное растение мне тут будет рассуждать, что нужно оставаться человеком в нечеловеческих условиях. Хотя самые тяжелые его условия в жизни были, когда в сральнике бумаги не было и попросить не у кого. Ну и молчи, святоша. Погладай тут все. А я пойду пройдусь, смотрю там, что в дворе есть, нет. Чё за... Ты чё, шизик? Ты чё? Сука, ты чё? Я тебя кончу! Подойди только, шизик!
Это чё? Ты чё тут? В куколки решал поиграть? Придурок. Это чё это? Ты чё? Подслушала меня? Сука! Это чё за пантомима? Сука! Все было не так! Это был не я! А захера хлеб мой брать? Уйди! 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 Вы чего, Станислав? Я услышал крики, а вы тут красный, мокрый сидите. Что-то случилось? Да я... Это... Да забей. Пошли. В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах Иордана и крестил людей, Иисусу Христу исполнилось 30 лет. Он также пришел из Назарета на реку Иордан по Иоанну, чтобы получить от него крещение. Иоанн же считал себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал удерживать его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: Илюш, ну ты скоро? «Да-да, еще пару страничек». Илюш, ну хватит. Чай стынет уже. Мало того, что женщину даже во время мировой катастрофы заставляешь кошеварить, так еще и ждать приходится. Знаешь что, Маш, настоящая женщина всегда ждать умела, в любые времена. Это признак ее породистости, так сказать, краснокнижия. Вот и ты уж подожди. Я тут днями что-то выдумываю, чтобы из этой дыры в какой-нибудь лагерь нам перебраться. А ты мне не даешь даже науку Божию изучить. Все с вами ясно. Чернокнижник ты проклятый. Вообще-то, краснокнижник, я магией не занимаюсь, не богоугодно это дело. Оставь теперь. То есть, не удерживай меня теперь. Потому что так нужно. Вот чего мне, боже, вредный такой муженек достался-то? Ну, люблю я его. Люблю, конечно. Сейчас бы в парк какой-нибудь или на речку. А ты вот взял, да и устроил нам тут всем. Апокалипсис какой-то. Людей с ума сводишь от вспышек каких-то. Вода и воздух потом грязные. Нет уж, ты не подумай. Я не сетую на тебя. Ученые это все на солнце смахивают, а я не верю им. Знаю, что ты перед людьми и вспышками этими их грехи оголяешь. Кто не выдерживает, тот сразу с ума сходит. От веса, от тяжести. Не понимаю, почему ты разом нас всех не смел? Еще больше страданий мы друг другу стали причинять, как только спустилась твоя кара. Может, ты так дал последний шанс нам исправиться? Или мы уже в аду?
Значит, надо так. Может, вот оно, твое второе пришествие. Не думала, что суд будет таким жестоким. Кого Богом занесло сюда? Надеюсь, человек добрый пришел. Милая девушка, не хочу вас тревожить, но я 3 дня ходил по лесам, по полям. Маковой росинки во рту даже не было. Поэтому, может быть, вы сможете мне как-то помочь, покормить хотя бы какими-нибудь старыми сухарями, потому что еще один день я не выдержу. Да, конечно, у нас как раз остался мешочек с сухарями. Может быть, вы зайдете? У нас есть горячий чай, согреетесь. Что нужно? Мил, сударь, покушать бы. Нет, сами еле концы с концами сводим. Ты чего вообще так вырядился? Бедного из себя строишь? Хоть каких-нибудь остатков, хоть каких-нибудь крошек, костей. Хоть что-нибудь, что вам не жалко. Нет. Вон, иди. Хоть воды глоточек, единственный. Пошел вон. Не успеет и петух сегодня пропеть, как ты трижды от меня отречешься. Вы входите через широкие ворота. Ты чё, еще один очевидец вспышки? Ей, ты сказал то же самое. Auf Wiedersehen. Сколько раз я тебе говорил, не открывай дверь незнакомцам. Эй, ну ты чего? Так расстроился, что человек немного не в себе, попросил хлеба. Честно говоря, надо было что-то ему дать. Ну, это же неправильно отказывать тем, кто просит, особенно в такое время. Тебе не кажется? У тебя все так просто. А мне откуда знать, давать или не давать? Наше дело — оказать помощь. А во благо это или нет, это уже провидение Господа. Что же нам теперь? Отказаться быть жертвенными, раз мы на 100% не уверены, нужна эта помощь, правда, или нет. Откуда мне знать? Он же не сильно выглядел каким-то нуждающимся. Просто, какой-то сумасшедший. Вот дал бы я ему бы эту еду, а он потом бы пошел бы какой-нибудь бане бы им передал, и нас бы с тобой здесь бы прямо перерезали. Откуда мне знать, во благо это было или нет? Знаешь, иди воздухом, подышли-ка. Что ж ты так помрачнел от этого мужчины? Кого же имел в виду тот сумасшедший?
Да, Илюша, кого же он имел в виду? Илюшенька, хлебушка хочешь? А ей-то знаешь, как жрать хотелось. Жрать охота, спрашиваю. Прекрасно. Тот сумасшедший меня заразил безумием. Ну и как тебя звать? Николай Иванович. Денщик его царского величества второй сухопутной бригады фон Беккера. А если серьезно, Николай Иванович? Совесть я твоя. Ненаглядный мой. Совесть. Люди иногда бесом кличут. За то, что гадости постоянно напоминаю и мучаю вас. Нервный ты какой-то. Не смахнешь? А почему меня совесть за это должна мучить? Вот объясни. Да она на цыганку смахивала, а по куртке не видно, голодает человек или нет. Вы всегда пытаетесь мне что-то доказать. А это лишь попытка ввергнуть себя в самообман и убедить в том, В чем ты уже стопроцентно уверен? Говори, не говори, Илюша, а ты сам все прекрасно в душе знаешь. или я не прав. Ты когда-нибудь детские трупы видел? Зрелище, говорят, не из приятных. А тельце-то ее, когда ты мимо проходил через несколько дней, лежала и не двигалась на том же месте, потому что ей поспать приспичило. Или ты правда так себя успокаиваешь? Ты, Илюша, человека буханкой убил. Точнее, ее отсутствие. Хорошо, хорошо, и я признаю, может, если бы я согласился в ту ночь подать ей еды или хотя бы денег на хлеб, она бы не умерла. Но это не я ее убил, не я ее убил, не я. Представляешь, на войне люди от пуль умирают, а просящие тебя... От хлеба? Ты хочешь оседлать самолет, прочитав все инструкции от каждой детали, но ненавидя небо и никогда не садясь за штурвал. Я же могу молитвы все уже практически знаю, я же его утром и вечером. Я же вот постоянно, ну Господи, я же всегда рядом, я всегда хожу. Исповедую все дело, Господи, ты откуда что сделал? Каждого автора Нового Завета знаю уже. Я же и Ветхий Завет весь прочитал. Столько книг перечитал, ну Господи, да сколько знать. В чем же проблема, в чем же проблема, в чем же проблема? Проблема, в чем же проблема? Илюша, дорогой, ты чего кричишь? У тебя температура? Воздух, видимо, загрязненный, голова уже плохо соображает. Странно. Холодный. Ничего, Илюша, все это временно. А жизнь у нас одна, а не две или больше. Потому что все ошибаются рано или поздно. Потому и спрос человека не так велик, как с кого-нибудь бессмертного. Потому что мы всю жизнь учимся и ошибаемся.
Здесь лежит, родимая. Точно. Сюда засунул. Ну-ка. О! Что мы забыли в этих развалинах? Мне кажется, мы просто теряем время. Ты, ученушка, мозги мне не пудры. Делом заниматься не мешай. Иди он сканворды разгадывай свои. Нашел. Страшно представить, зачем тебе это. Это чтобы споры решать побыстрее с такими, как ты. Слышь, умник, на второй этаж шуруй, пошуши там что-нибудь. Я пока тут осмотрюсь. Сука, выходи по-хорошему. Может, не все зубы сломаю. Опа-на. А ты это... Чё молчал? Я ж тебя чуть не ушиб. Да ты это... Да ты не боись. Я же не того, не из этих. Мы ищем спокойное место, пошли. Тебя же тут не оставишь одну. Станислав, я улиток нашел. Давайте их с хреном сейчас пожарим и... О как, у нас в отряде пополнение.
Все, я выдохся. Станислав, дайте ученому передышку. Ну спи, чё? Хрендель хрен. Дядя ученый, Я делал это во благо человечества. Да, да, я умертвил десятки. Но чтобы спасти тысячи. А где мне еще их брать? В детских домах они все равно никому не нужны. Какой был бы толк? Все, хватит. Я понял. Все, хватит. а что вы будете со мной делать? Вы думали, что вы великий ум, который может спасти мир? Но вы оказались таким же подонком, кто думал, что вершил историю кровью невинных. Я не хотел. Я не думал, я не знал. Не знали о чем? Какая я по счету? Или что у вас там после процедуры на обед? Мне кажется, второй вопрос волновал вас больше. Правда? Как мне смыть эту кровь? Как сделать белеснее? Неразговорчивая. Там какая-то краль попалась. Ни имени, ни родителей. Может, ей язык отрезали? Тебя как зовут-то, дитё? Не так быстро. Не успеваю записывать.
Чего вы, уважаемый, до юной спутницы пристали? Видите, не в духе она с вами сплетничает сейчас. Мало ли, может, у нее родители недавно погибли, а вы в таких тонах. Хотя лицо у нее такое, как будто я где-то ее уже видел. Ну да, профессор, с вашей-то памятью грех кого-то подзабыть. Хотя, правда, есть что-то очень знакомое в ее личике. Видел я ее где-то. Да вот, где, вспомнить не могу. Хоть на узку ты меня порежь. Ну ничего, с нами она точно будет в порядке. Смекаешь, профессор? Это вы на что такое намекаете? Вы про меня что-то хотите сказать? Слышь, я вообще-то пошутил. А ты вон как напрягся. Прячешь, что ли, что-то от меня? Не ваше дело. Прячу я что-то или не прячу? О, как напрягся, псина. Вы там, походу, с детьми что-то делали. В вашей конторе. Не ваше Чего? собачье дело. И вообще, странно слышать такие обвинения от где-то убийцы. Сука, ты следующий после нее на очереди. Я тебя кончу. Не лезь не в свое дело, шакал вонючий. Что ты вообще понимаешь? А кто потерял девочку? Чья это куколка? Не моя. А мне дядя в белой маске сказал, то что это ваша девочка. И что она ваша, и что будет вашей, пока вы от нее отказываетесь. А еще он сказал, что вы будете отрицать. Но дядя хороший. Сказал, что мне не надо его бояться. Сказал, что я еще слишком маленькая, чтобы бояться монстров. А я думала, что маленьким как раз монстров и нужно бояться. И темноты всякой. А оказывается, монстры это для взрослых. Так дядя и сказал. Станислав, пойдемте быстрее отсюда. Не говорите с ней, пожалуйста, Бога ради. Что там муть какая-то? Не нравится мне все это. Ты это, мелюзга. Пошли, короче. И не делай так больше. О, гляньте-ка. Домишки какие-то. Вот и наша остановочка. Дружочек. Значит так. План у нас такой. Хотя, погоди. Лисичка. Закрой ушки.
Ты меня понял? На крайняк, если там кто будет, я шмальну. Сам только не глупи, а то первую пуль получишь. Ты вообще подписался. Живый в помощи вышников, крови Бога Небесного, творится, речет Господи, вы заступник мой сей, прибежище мое. Бог мой, повай на него, я готов избавить от сети ловча, словеси мятежно, плещма своим осените, поскреле его надеешься, оружием обыдите истинно его, не убоишься страха ночного, а стрелы летящего дня отвещи возьми приходящего, от зрящего беса полуденного. Надо бы Илье сказать. Ну ладно, Бог со мной, если что, поможет. Гражданка, здравствуйте. Мы с дочкой ищем, где укрыться. Скажите, у вас много людей в доме? Хлеба хотя бы дадите. Боже мой, с вами еще и ребенок. Я не знаю, насчет места надо спросить, а хлеба? Подождите, девочка голодная, наверное. Сейчас я что-нибудь дам вам. Кто еще дома? Никто. Одна я. Если ты мне врешь, в этой комнате останется только один Бог. Еще раз спрашиваю. Возможно, в последний. Кто еще в доме? Никого. Я и Бог здесь. Я тоже здесь живу. Давай, иди к нему. Шустрее! Поможешь ты? Тебе больше не нужно. Присядьте, отдохните. А лучше стали как неродные. Стесняетесь, что ли? Проходите. Можете брать все, что хотите. Только икону оставьте и нас не трогайте. Хотя вам еды даже на двоих не хватит. Не то, что мне девчонку. Девчонку? Это мой талисманчик. Дяденька, а вы, наверное, тоже хотите хлеба? Ешь, ешь. Мне не надо. Уже. Вы ребенком, значит, пользуетесь, чтобы в доверие входить, а потом... Что вы с нами сделаете потом? А это уже от вас зависит. А давайте мы вам все, что у нас есть, а вы нам девочку. Талисман мой забрать хотите? А зачем вам она?
Вы ребенком как вещью пользуетесь. Она не доедает, вы ее как наживку берете. Так нельзя. Оставьте ее нам, я согласна с мужем. А знаете что? Пускай она сама решит. Может, она хочет, чтобы дядя Станислав вам размажил голову об стенку. Лисичка? С кем хочешь быть? Кого хочешь наказать? Бедная, совсем изголодалась. Это потому, что вы жратвою не делитесь. А ну колитесь. Где вся ваша еда? А вы не боитесь, что вас Бог накажет? Отбирать еду у простых людей. Бог накажет? А за что он наказывает? За грехи свои, да? Ну ладно. Убийство – это тяжкий грех? Я правильно понял, святоша? Тяжкий. А вот смотрю, я, допустим, молочник. Молочко тебе везу, бутылочки. Ну и взял, выпил одну по дороге. Что получается? Согрешил я? Грех выходит? Ну, нет, я думаю, это же всего лишь бутылочка. Ну, допустим, грех. А по какой своей, сука, формуле вы будете считать? Убийство? Тяжкий. Бутылка молока? Легкий. А если этих бутылок штук 100 стырил, я уже, выходит, похлеще макушника какого-нибудь. И чё мне на небесах, моя, скидку выдадут? Акция 10 грехов по цене 5. Так вот, хрен вам, а не акции. Вы глумитесь над верой, над Богом. Зачем? Вы не боитесь, что вам за все зачтется? Дорогая моя, коли Бог ваш есть, и за грехи он наказывает, то от меня одни угольки останутся. Барбекю! Я должен был уже 100 раз гореть, молнии порыву получить, но нет, ничего. Значит, нет никого. Если его нет, тогда все можно. Все, сука, поняли? Воруй, убивай, грабь, насилуй. Все дозволено. Или ты что хочешь? Я уже, понимаешь, билет купил. Еду в Москву. А ты мне тут втираешь, что я не туда сел, что мне, оказывается, в Сибирь надо. Да как я туда поеду, если я уже полстраны проехал? А бабок на новый билет нету. Никаких. Он никогда со мной не говорил. Со мной говорили скорбь, отвращение, агрессия, голод и холод. Мы все собаки. Вот это стая. И нет у нас ничего святее, чем пожрать да поспать. Нажраться, накидаться, заглотить. Вот мой Бог. Все. Ясно вам, собаки? Или вам еще на пальцах объяснить? Нет, твой атеизм – это такая же вера, но со знаком минус. Твое божество – бездушная материя, закон джунглей, где сильный пожирает слабого. Ты вот создал себе идола, и ты ему это все приносишь. Все плохое в своей жизни.
оскорбления, голод, насилие. И идол тебе это дает. И как у нас в народе говорят, что посеешь, то и пожнешь. Ну и что дал тебе твой бог? Дул пистолета в лицо? Ты что, поклоняешься пистолетному дулу? Я понимаю тебя. Ты вырос в аду, и этот ад стал для тебя единственной реальностью. И ты решил, что раз тебе дали роль демона, то нечего притворяться ангелом. И ты забыл о главном даре, о свободе воли. Бог не предопределяет путь, он дает возможность его выбрать. Да, тебя бросили в грязь, но лишь ты решал, обрасти ей, как панцирем, или, исцарапав кровь руки, выбраться на свет. Страдание, покаяние – это не слабость, это инструменты, чтобы выковать себя заново. Ты мог возлюбить, но предпочел ненавидеть. Где твоя любовь? Она атрофировалась, как мышца, которая в тебе с рождения, на которой ты не пользуешься. У нас тут жопа полная. А он мне про любовь что-то затирает. Думаешь, я не хотел что-то изменить? Не пытался? Что я совершенно не мучаюсь? Думаешь, я спокойно сплю? После всего, что сделал. У меня нет другого пути. Стал в дерьмо. Так стой в нем до последнего. И теперь твой ужас в чем? Не в том, что Бога нет, а в том, что Он есть, что существует всепрощающая любовь, перед которой весь твой путь, вся твоя сила – лишь жалкий фарс. Ты боишься, что твоя жизнь была бессмысленным кошмаром. И этот страх – это и есть твой крик в душе, твоя извращенная вера. Ты знаешь, что справедливость неизбежна. Ты отчаялся спастись, потому что убил в себе того, кому нужно спасение. Для раскаяния нужна живая душа. А твоя? Она, кажется, уже окаменела. Ты не боишься ада, ты уже в нем живешь. И это твой собственный выбор. Ты тварь. Я тебя ненавижу. Я вас всех ненавижу. Я вас ненавижу. Я вас всех переудохаю. Заткнитесь! Вы все неправы. Вы врете. Вы много брешете. Ублюдки! Макар, сука, ты же ученый. Скажи! Ну, я человек науки. Станислав, успокойтесь, пожалуйста. Говори. Простите, но вся ваша дискуссия, она лежит на поверхности рационального, это архаичный шум. Вы оперируете концептами, не имеющими материального субстрата. Бог, душа, свобода. Для меня это такие же абстракции, как эфир или флогистон. Не более, чем ошибки выжившего, побочный продукт нейрохимии. Любовь? Любовь – это коктейль из окситоцина, дофамина и вазопрессина. Религиозный экстаз – это возбуждение височной доли мозга. А ваша свобода воли – это с высокой долей вероятностью иллюзия, созданная сложной сетью нейронных связей, предопределенных генетикой и средой. Мы биороботы, запрограммированы на выживание. И самое эффективное выживание – это служить доминирующей силе. Я, как и наука в целом, всего лишь инструмент. Инструмент не бывает за или против. Он либо полезен, либо нет. Я выбираю быть полезным, от кого зависит моя безопасность. А ваше, так сказать, верование – это самый деструктивный софт, который когда-либо устанавливали в человеческий компьютер.
Вся история – это набор ошибок, вызванных этим вирусом, который вы обзываете религией. Крестовые походы, джихады, костры. Воплотите трупы с фанатичной эффективностью. А что растет на удобренной трупами земле? Новые трупы и те, кто на них паразитирует. Это не мораль, это экология. Так что будьте добры. Разбирайтесь в своих метафизических спорах без меня. У меня есть договор с моей организацией, который нужно исполнять, и данные, которые сами себя не проанализируют. Моя реальность меня более чем устраивает, она ограничивается стенами моей лаборатории и содержимым моего холодильника. Меня полностью устраивает та парадигма реальности, та клетка, в которой я живу. В ней есть корм и еда, большего мне не надо, а соваться в вольер с хищниками и проповедниками, которые готовы сгрызть друг друга. Я не хочу. Стой, сука! Ты куда намылился? Я думал, мы вместе. А ты сам по себе, шкуродер? Гори в своем научном аду, червяк. Дяденька, Боже мой, что же я делаю? Убивайте всех! Господь узнает своих, а свои обязательно воскреснут! Убивайте всех. Господь узнает своих. Господь узнает своих. И свои обязательно воскреснут. Я не собака. Я же собака. Я не могу. Не могу. Илья, боже, что ты сделал? Он же умрет. Нам срочно нужны бинты и чистая вода. Господи. У нас же нет ничего. У нас же ничего нет. Чем же тебе помочь? Говорит, третий день по Писанию. Но воскрешает. Люди. А мы как собаки. Священника. Кого? Так нельзя. Он же не стрелял. Он почти исправился. Боже, да я же не знаю. Здесь нет священников. Я могу только помолиться за... Сигнал тревоги. Это аварийное оповещение о начале вспышки. Бомбоубежища рядом нет, у нас не более 5 минут. Мы погибли. полынь такая горькая на вкус. За окошком летают человечки с крылышками. Это ангелы? А? Я? Они опять спорят, всегда спорят, а сейчас уже поздно. Ты слышишь? Трубы уже почти все проиграли. Скоро придет тихий свет. Нет, они не злые. Они просто потеряли своего ребенка, который был внутри них. И теперь они знают
то, что разбили вазу, а мама уже идет по коридору. Он думает, что его никто не сможет простить. Что его Бог может простить, только если очень долго просить. Ей не нужна кукла, чтобы помнить, что она ребенок. А он, что прощать вообще некому, и это самое страшное. Не смейся над ними. Ты тоже часть их. Ты самая честная часть. Ты боль, которую они так долго прятали. Но прятать больше нечего. Шкаф уже сломан, и все куклы вывалились наружу. Не бойтесь, этот свет не для того, чтобы вас наказать, а для того, чтобы увидеть, чего вы прятали и что вы боялись. Там за светом вас будет ждать не судья, там будет ждать тот самый ребенок, которому вы когда-то навредили, и тот, которым вы когда-то были. Вам придется с ним встретиться и посмотреть на него. Тихий свет уже здесь. Не закрывайте глаза. Игру в прятки пора заканчивать. Илюша, где я? Мы все собаки. Я, как и наука в целом, всего лишь инструмент. И вас всех ненавижу. Не
я ее убил, не я. Постой! Ты ведь не просто бес, так ведь? Ты тот самый, просящий. Покажи мне свое лицо. Я должна увидеть, кому мы отказали. Не маску, а того, кто стоял за дверью. Иначе это все как сон. А я хочу это помнить. Наяву. Зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем ты ведешь их туда? Чтобы они наказали себя сами? Но ведь их уже наказала их собственная жизнь. Их уже съела вина. И почему мне нельзя с ними? Разве я не виновата? Ведь я тоже была рядом. Я могла настоять, чтобы Илья подал тебе хлеб. Я могла быть сильнее. Может, и мое место там, с ними. Наказание? Нет, Мария, я не судья, я свидетель. Я боль, которую они носили в себе, но так и не захотели услышать. Черная стена — это не ад. Это окончательное одиночество. Место, где нет даже боли, только тишина. Та, которую они сами для себя выбрали. Туда идут только те, кто сам для себя выбрал эту дверь, кто до конца убежал от себя. Твой путь никогда не лежал к этой пустоте. Ты всегда смотрела на свет. Даже когда было страшно, ты открывала дверь. Ты не отворачиваешь. Ты спрашиваешь, почему тебе нельзя к ним? Потому что ты им не принадлежишь. Ты другая. Ты не предала в себе того ребенка, который верит, что можно просто подать хлеб. А она? Почему она здесь? Она же ни в чем не виновата. Они — причина и надежда. Они — каждый ребенок, которому твои спутники причинили боль. И они же — те дети, которыми каждый из нас был когда-то. Они здесь, потому что они самая честная часть этой истории. Невинность, которую твои друзья утратили. Ты видишь, я — это они. Их боль, их голод, их отчаяние. Я тот, кого они не захотели увидеть в другом, и поэтому они не смогли увидеть это в себе. Ты спросила про шанс. Шанс был не для них, их путь окончен. Шанс для тебя, чтобы ты помнила, чтобы ты увидела и поняла. Любовь — это не свод правил, как думал твой муж, и не химическая реакция, как думал ученый. Это действие, это решение подать хлеб, даже если страшно. Решение увидеть все человека, а в человеке не потерянного пса, а заблудшего ребенка. Иди, там тебя ждет не награда, там тебя ждет продолжение.
Исповедь пса. А ведь пес был честнее. Он не притворялся ангелом. Он знал, что он пес, и был верен своей природе. Голоден — воровал, испуган — кусался, любил — лизал руку без души. А человеку дали душу, а он все пытается доказать, что он или ангел, или червь. Никогда просто человек со своим голодом, страхом и своей жалкой, упрямой попыткой любить. Простите их. Они не знали.
Я хочу рассказать вам историю о таких же детях, как я. Эти дети шли, или вернее сказать, убегали. Вы будете отрицать, но вы увидите себя. Со мной говорили скорбь, отвращение, агрессия. Моя история не о жестокости, но о слабости. Тебя ненавижу. Я вас всех ненавижу. Не об отчаянии, но о поиске себя. Не о гневе, но о печали. Вся история – это набор ошибок, вызванных этим вирусом, который вы обзываете религией. Крестовые походы, джихады, костры. Мы все собаки. Вот это стая. Я понимаю тебя. Ты вырос в аду, и этот ад стал для тебя единственной реальностью. И помните, вы никогда не будете одиноки, ведь в вашем пути вы не одни. С вами всегда рядом будет мой. Уйди! Уйди!